Очередной чиновник, который больше похож на вора, или вор, который пытался выглядеть как чиновник, тут уж решать вам самим. Активы на 62,5 миллиарда рублей национализировал суд у самого богатого экс-депутата. Как, депутатам так много платят, что ли? Заксобрания Кубани. Ну, Кубань вообще славится тем, что там... Ну, коррупция как бы присутствует, по крайней мере, так говорят люди. Еще, наверное, можно сделать вывод, отталкиваясь от того, как говорят люди. Если всех чиновников там пересажать, то через кого же дань платить товарищам чеченцам? Так тоже очень многие считают, что это примерно так происходит. Ну, впрочем, можно же ведь платить напрямую, чтобы посредники потом не знали, куда девать эти мешки с 62 миллиардами рублей. Может быть, сразу же отдавать, как говорится, товарищу Хаминей. Да. Но там еще один есть, там их много. Может быть, сразу напрямую все это перевозить. Хватит морочить голову всем окружающим. Ну, если верить в эту концепцию, что не просто так юга богаты. Но, тем не менее, Ленинский районный суд Краснодара лишил имущества на миллиарды рублей экс-депутатов законодательного собрания. Они законы, значит, нам создают, нам. Себе они деньги тырят. Краснодарского края Алексея Сюдюкова, Сергея Фурсы и связанных с ними лиц всего 19 человек из-за коррупции. А вы думаете, почему пенсионный возраст, да, приподняли, а пенсии все приопускаются, да, из-за чего? Ну вот, чтобы они жрали. Это, я так понимаю, они и делают. Кстати, сейчас... нет, там в отношении каких-то отдельных коррупционеров, рассматривать, не надо ли смертную казнь внести, ну, по-моему, как-то это все глуповато звучит. Но, тем не менее, итак, в доход государства обращено 318 жилых помещений, 43 нежилых помещений, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации, везде свой клюв, простите, засунул такой жаргонизм. Имущество чиновников, в том числе то, что оформлено на других лиц, сюда входят наличные средства, деньги на счетах, транспорт, ценные бумаги, драгоценности и другие предметы роскоши. Какой роскошный. Ранее база писала, что экс-депутат Заксобрания Кубани Алексей Сидюков дал 1 миллиард 523 миллиона рублей взаймы. Слушайте, можешь у него взаймы взять? Я, правда, не знаю, как так фразу принести. Слушай, в долг не займешь меня, а сколько тебе надо? Вот у вас сможет выскочить фраза «миллиард другой». Хоть бы со стороны такой разговор услышать. Сергею Ефимцеву. Вот Ефимцев может так, значит, задать вопрос. Который известен как Вахтанг Лалиашвили. Ефимцев, который известен как Лалиашвили. Кому что так известен? Нам, я так понимаю, известен как Ефимцев, который может взять в долг почти 2 миллиарда. А оказывается, для кого-то он еще известен как Лалиашвили. Может быть, в этом какой-то тайный смысл. А ты знаешь, кто я? Ефимцев. Нет, некоторые меня знают как Вахтанга Лалиашвили. Может дать тебе в долг 2 миллиарда? Наверное, так было. Ваха маленький. Ух ты, значит, там где-то еще и большой есть. Это вот такой придет к вам, я Ваха маленький, а сам там может быть шкаф. И вы так думаете, дай-ка я ему дам 2 миллиарда. У вас всех, кстати, 2 миллиарда, а то ведь придет. И что, если к вам большой придет? Еще его зовут иногда Шевеленок. Пока запомнишь, как его зовут, там, пока перечислят все его имена, ты уж и самое. Ну, за это время хоть посчитаешь, сколько ты ему в долг дал. После этого вскрылись и другие подробности жизни Сидюкова. Там еще какие-то подробности есть. У Сидюкова, с Ефимцевым-то вроде разобрались кое-как. Он оказался одним из богатейших людей края. Нифига себе. Он таких людей знает, от такого люда знает, у которого много имен, словно много людей в одном лице знает. Там расщепление сознания, что ли, там и Шевеленок. Вы все пришли, привет, Ваха маленький, привет, Шевеленок, привет, Вахтанг Лалиашвили. В целом, короче говоря, здорово, Ефимцев. Такая ситуация, сложно там поздороваться. За время работы в Заксобрании, он еще в Заксобрании работает, вместе со всей этой толпой своего товарища, Сюдюков нарастил состояние в десятки раз и получил ВНЖ Турции. То, с чего я и начал, да, то есть такой, если уж платим дань, друзья мои, так давайте уже напрямую, а то вот эти всех этих Севлешвили и Шевеленков, и они же скоро полопаются. Они же как мартышки в анекдоте. Их же пожалеть надо. Я предлагаю, если уже хочется разбазаривать бюджет, может сразу в Турцию переводить? Нет, серьезно.
Ну, вот у меня такая мысль появилась. Не знаю, какая появилась у вас, пишите, не стесняйтесь, мне за них жалко. Этот ходит, свои имена, наверное, не все может вспомнить. Как меня зовут-то? Сегодня, может, он в разные дни по-разному его зовут. Страшное дело. А этот 2 миллиарда говорит, дать тебе в долг. А тот, наверное, думает, кому бы дать в долг? Этому моему Эмилию или тому. У них сложные там эти диалоги, разговоры, куда врачи смотрят. Увидимся, друзья.